Я делаю проект о сексе, и думаю, что пришла именно к этой теме, исходя из своих интересов и из того, что эта тема довольно закрыта и не обсуждается, не принято ее обсуждать. Я в своем проекте придумываю брифы и придумываю новую презентацию этих брифов. Во-первых, конечно же, это проект, который у нас был в первом семестре, где мы должны были придумать брифы для фаундейшена. Плюс я очень давно думала о том, что я бы хотела в будущем преподавать. Наверное, нужно попробовать, если ты хочешь это сделать, давай ты что-то с этим сделаешь. Как-то очень подсознательно я выбрала билеты проездные из моего родного города, из Череповца, где я сейчас. Начала работать с тем, как они выглядят, и проездные именно из моего детства. И они сейчас не выглядят так же, как они выглядели, когда я жила здесь. Что я поняла для себя, что этот проект — это о моей ностальгии об этом месте, о том, что я понимаю, что я, скорее всего, никогда не буду здесь больше жить. В 11 лет я написала историю «Приключения Сары и Сьюзи» для школьного какого-то задания. И мне так понравился вообще вот процесс создания персонажей, историй, сюжетов. А почему бы, не написать что-то? Если как-то в 11 лет меня это вдохновило, и вся вот эта вот мысль, идея написать что-то жила со мной на протяжении этих долгих лет, то я должна сделать что-то вот в этом направлении. Но одна я написать, к сожалению, не смогла бы. Поэтому мне помогла моя подруга, моя близкая подруга, которая учится и заканчивает сейчас иллюстрацию, Ксюша Моторина. Мы с ней вот так вот соединились, и до сих пор нас нельзя разъединить, у нас в одном направлении мысли. Проект сам — это книжка, вдохновленная по классическим science-фикшенам, фэнтези, такой вот, карманная книжка, формат карманной книжки. Но мы не хотели делать эту книжку такой супер вылизанной, отредактированной, как будто бы над ней поработало 1000 человек, и к ней вообще даже не придраться. Наоборот, для нас с Ксюшей вместе книжка — это то, через что проходил автор. Его все пути развития сюжета, неудачные моменты, переписанные моменты. Поэтому наша книга — это прям вот черновик, который мы показываем как финальный результат. Мы показываем нашу работу со всеми ее недостатками, с недостатками и поиском правильных слов в тексте, заменой ошибок на правильные слова, какие-то буквы, которые мы случайно ставили во время текста. То есть это все, через что мы проходили, чтобы найти идеальный сюжет. Вот так. Я на самом деле об FMP своем думал, наверное, на протяжении вообще всего бакалавриата. У меня была какая-то идея фикс такая, сделать пульт, чтобы каждый мог управлять светом на вечеринках. Я когда слушаю музыку, я всегда представляю там не то, как я пою что-то, или что я там напишу какую-то крутую песню и так далее. А слушая каждый трек, я представлял себе, как это можно было бы поставить на концерте. То есть там, где стоят софиты, как они светятся, там, как камера ездит. То есть для меня каждый трек имел какое-то свое воплощение именно сценическое. Наверное, с первого курса я был очень заинтересован, в графическом дизайне, как пересечении каких-то медиумов, каких-то вещей. Графический дизайн как результат чего-то, что пересекается. В частности, мой проект еще об индивидуальной практике. Индивидуальная практика всегда хочет казаться больше, чем она есть. Мой проект, с одной стороны, пересечение график-дизайна с writing и график-дизайна с publishing, представление о том, какой может быть индивидуальная практика, что может быть, вложено в это представление. Моя тема точнее, у меня темы — это графический звук и синтетическая музыка. Интерес к электронной музыке и кинематографу подтолкнул меня к этим темам. Мне просто стало интересно вообще, какие истоки у электронной
музыки, какие истоки у синтетической музыки, откуда это все пошло. И вот оказалось так, что это все пошло еще с времен СССР, то, что была такая группа людей, которые занимались физикой, социологией, инженерией. В общем, они создавали разные изобретения, при помощи которых озвучивались фильмы, записывался звук. Что конкретно я делаю? Я освещаю эту тему посредством документального фильма. Я хотела снимать документальный фильм, брать интервью там у нескольких человек. Вот, я освещаю свою тему и воплощаю в жизнь те же методы, которыми пользовались вот прошлые какие-то инженеры, музыканты, композиторы и изобретатели. Идея, наверное, разницы световой интенсивности на каждой станции. Мне всегда было интересно, например, вот есть старинные станции, да, там один свет, очень красивые люстры и многочисленные бра. Есть какие-то современные станции, и везде это все по-разному. И мне вот изначально хотелось как-то сравнить, как они вообще вот, ну, как я могу это показать с помощью вот этой вот камеры, да, и я решила, что это хороший инструмент именно показать вот эту вот разницу в интенсивности света на станциях. Люди, они привыкли воспринимать метро ну, просто как темное место, да, вот мы бежим в этом потоке, и мы не думаем о том, что да, там есть различный интерьер, какие-то различные, я не знаю, архитектурные штуки, вот, но вот мы никогда не задумываемся о том, что вот эта вот разница цвета, она тоже может меняться. Начальная точка моего проекта — это был символ поднятого кулака, и я на протяжении всех тех месяцев собирала архив, коллекцию изображений, где этот символ появляется в политическом контексте, и я их изучала и обрабатывала, и в итоге мой проект вылился в то, что я вот собрала эту коллекцию и как-то пытаюсь ее осмыслить и переосмыслить и во что-то переродить. Мне недавно пришла в голову такая мысль, что мой проект — это такая попытка отрефлексировать историю этого символа с одной стороны, а с другой стороны отрефлексировать его нынешнее состояние, вообще нынешнее как бы взаимодействие там, дизайна, графического дизайна и политики, каких-то политических символов. Вообще, в целом, в широком смысле, я работаю с уличным маргинальным дизайном, и можно сказать, что маргинальный дизайн — это такой плохой дизайн, который мы видим на улицах, но плохой в этом контексте не очень такое правильное слово. Когда я только начинала делать свое исследование, Тьюта подсказал мне классное словосочетание как junk ads, вот, и мне кажется, что оно супер подходит, потому что если мы говорим о маргинальном дизайне, то мы, когда смотрим вокруг, на окружающую действительность, мы можем как-то постиронически посмеиваться над тем, почему это выглядит так убого, так наивно, но маргинальный дизайн имеет свою фундаментальную систему и свои правила, которые не взялись из ниоткуда, не прилетели из космоса. Он пытается быть максимально эффективным, максимально экономически выгодным. Я беру слова из моего объявления, там, куплю гараж, дам кредит, помогу вылечиться от наркозависимости, и клею это, делаю из этого нашивки, еще какую-то систему, то есть, и клею это поверх поверх футболки, поверх какого-то принта на футболке, то есть тем самым сохраняю вот эту вот историю с наложением, и в то же время у меня происходит сочетание несочетаемое. То есть... Мой проект связан с современной хореографией, с танцами и с танцевальными терминами. И в ходе проекта, конечно, очень многое менялось. Я и заходила со стороны время и пространства, и со стороны именно как движения на сцене.
но решила остановиться на танце и танцевальных терминах, на словах, которые говорят хореографы, на более таком закулисном, так скажем, варианте. Опять же, когда говорят: так, сейчас мы удлиняем руку. Что это может значить? Это совершенно сложно вот так вот сказать сходу. Но придумываешь и как-то выходишь из ситуации, импровизируешь, а иногда и хореограф сам показывает. И это очень здорово, это интересно. Изучение того, как люди воспринимают текст, как люди читают текст и, в принципе, как люди проецируют чьи-то чужие эмоции, которые они прочитали. Вот, то есть я собрала 6 человек, и они читают стихотворения моей знакомой, и, в принципе, эксперимент удался, грубо говоря, и все читают его по-разному, все воспринимают его по-разному, и это очень классно. И тема, и процесс работы для меня были важными, потому что я поступила в магистратуру Fashion Photography в Лондон, и мне очень хотелось сделать проект, связанный именно с фотографией, то есть чтобы развивать ту тему, которая мне, в принципе, всегда нравилась, и в которой мне хотелось работать, именно в сфере фотографии. Тема самовосприятия, тема излишней ретуши, и начинала я эту тему также вот с фотографий, то есть я находила людей, на мой взгляд, необычных. Начиналось это с субкультур, как обычно начинаются все мои проекты. Вот. А потом это перешло в то, что, в принципе, по факту каждый из нас в определенной степени неформал. Если вкратце, мой проект о скрытых местах, и в этой теме я беру фокус на подземных речках Москвы. То есть когда-то эти реки были на земле, потом они были заключены в коллектор. Проект в основном про атмосферу, и задача погрузить слушателя и, в общем, зрителя в эту тему. Как с любой проектной работой, начиналось все с точки А. В итоге, в принципе, в целом и из-за карантина я пришла в точку я не знаю. То есть, как бы, пытаешься собрать из того, что есть, что-то придумать, смысл, вот, что-то поизучать. Я в начале проекта написала примерное название, сейчас я понимаю, что вообще это уже не актуально. И, непонятно, к чему конкретно это приведет. Моя подруга Соня мне дала диджейский пульт, контроллер, и я понял, что и как бы вот эта диджейская история очень, на самом деле, кажется сложной, а по сути легкой. И меня удивляло, что нет каких-то вот подобных устройств, не огромных там пультов на миллион переключателей, а какого-то такого легкого решения, что каждый может, по сути, прийти на вечеринку какую-то, воткнуть к проектору и сделать. Невозможно было написать программу, которая была бы совместима со всеми световыми установками, которые существуют там десятки тысяч. Вот. И вот это понимание того, что можно просто повейпить дымом перед проектором, и получатся такие же крутовые световые лучи, и это настолько упростило весь процесс, что не нужно генерировать какие-то сигналы, частоты и так далее, а просто делать видео, которое будет работать, собственно, как эти софиты, как лучи и так далее, как лазер. По сути, привнесло несколько иной результат, который куда больше отвечает цели того, что это должно быть доступно для всех. Я подумала, а как вообще совместить мой интерес в активизме, в политике с интересом в графическом дизайне. Изначально у меня вообще было очень слабое представление о том, что это может быть, и для меня это всегда было такое как бы путешествие с открытым финалом, то есть это именно было путешествие. Я просто делала какие-то шаги, особо не зная, как бы, куда я иду. Я просто как-то позволяла процессу вести меня. Много раз там слышала предложения и от одногруппников, и от тьюзеров. Типа, а вот ты можешь взять и сделать, типа, политические плакаты вот так. И я такая, я могу, но я не хочу, как бы, это не то. Это не та страна, в которой мне хочется работать. Этот проект — это такой некий трибьют вот этому месту, где я выросла, и периоду в жизни, в котором я нахожусь. Он стал каким-то очень не таким, каким бы я хотела его изначально видеть.
откинулась назад, почитала все свои записи и поняла, что вот эта диджитал-история — это вообще не про это, что я сфокусировалась слишком сильно на одном аспекте, и он так тянулся, вроде что-то получалось, но это было совсем не о проекте. И вот я сейчас вернулась обратно, нашла тут фокус, и, в принципе, то, что я сделала диджитал, не так-то важно. Ну, наверное, это раскрытие технологий для меня больше. Ну, типа, мне нравится формат того, что это видео, мне нравится съемка, и мне нравится погружаться в эту культуру татуировки и присутствовать, скажем так, при том, как работают ребята в студии, они все очень классные. Вот, поэтому для меня это скорее проект для себя, чем для работодателя. Ключевым фактором явилось то, что сейчас просто нет возможности пользоваться внешними ресурсами и приходится обходиться только тем, что есть дома. Вот, поэтому, да, проект меняется в связи с условиями. То есть приходится как-то прогибаться под изменчивый мир. Когда я начинала, у меня было очень много архивных материалов, то есть я ездила в киноархив, который находится в Красногорске, в фоноархив, просто собирала информацию, которая соответствует моей теме, потому что в интернете я ничего не могла найти. Чисто случайно наткнулась на музей музыки, который находится не так далеко от моего дома, на улице Фадеева. Очень долго добивалась согласия, очень долго добивалась просто, чтобы мне ответили, что да или нет. Так скажем, я много пишу и делаю много публикаций в рамках этого проекта, пытаясь, да, как бы найти определение тому, что происходит. Исследуя это, там возникают какие-то вещи вроде автоматизации, да, коллаборации с другими, может быть, художниками или дизайнерами. У меня были надписи на полу, и были танцоры, которые выбирали конкретные какие-то фразы, показывали, и это было больше как отражение их души. То есть понятно, что они все, поскольку профессионалы своего дела, они могли все это прочитать, понять, но кто как это выражал, это было очень интересно. А сейчас, поскольку вот эта возможность немного пропала, я решила сделать такое более универсальное что-то и, может быть, даже слегка упростила, чтобы все могли попробовать. Не только танцоры, но, может быть, и люди, которые не имеют к этому отношения. Проект менялся, на самом деле, кардинально, но не отходил от своей идеи снятия видео как такового. Вот, изначально у меня мне хотелось снять на стихи клип музыкальный. Мы изначально планировали писать каждый день короткие рассказы. Мы вот так вот посчитали, что мы сможем написать 50 коротких рассказов, которые сольются в одну публикацию. Но после первого пробного дня мы поняли, что мы не можем писать короткие рассказы. Ни она, ни я. Потому что хочется как-то развивать сюжет, не делать его каким-то прозрачным, простым, писать о том, как девушка пошла в магазин и влюбилась. Но это как-то тупо. Хочется какой-то, глубины вот этого вот сюжета. Поэтому мы решили, что будем писать каждую неделю истории. И у нас вот так и образовалась вот эта книжка. У нас получилось в итоге 4 такие длинные истории, связанные между собой, хотя мы планировали 8. Но мы, к сожалению, ничего не успеваем, как и всегда, и всем. Мы сделали 4 истории, написали 4-я история была мной написана на русском языке, и это тоже в книжке можно будет посмотреть, и русский перевод, английский перевод. Ксюша все пишет изначально по-английски. Респект. Я не умею так делать. Вот. 4 сюжета пока на данный момент, 4 разных историй, которые связаны между собой тайным смыслом, который читатель, конечно же, откроет в конце этой книги. Все разгадки. Пока это все тайна. Я на середине своего пути, скажем так, своего финального проекта, но я меняла концепт 3 раза, приходила к Себу 3 раза с тем, что говорила ему: «Себ, я хочу, мне это не нравится, у меня это не получается», и я каждый раз меняла свой концепт, и спасибо, пожалуйста, вот большое ему за терпение и понимание. Прежде всего, мне, наверное, хотелось в рамках своего проекта поговорить о том, о чем люди
не могут говорить открыто и показать, что, в принципе, не должно стоять табу ни на чем, особенно, в частности, на этой теме. И, в принципе, я думаю, мне это удалось сделать. Хоть и анонимно, но люди поделились своими секретами и своими страхами по поводу этой темы. Я думаю, что здесь в моем проекте присутствует такая многогранность, конечно же. Я надеюсь, что это будет красивым дополнением в портфолио, но также это и, скажем так, немножко необычный взгляд на такую вещь, как диггерство. То есть в основном люди просто занимаются тем, что лазят и как бы могут снимать это максимум на видео. Я пытаюсь посмотреть на это с более креативной точки зрения и извлечь больше информации из этого. Для меня это в первую очередь технические задания, потому что я решила разобраться в 3D-программе за месяц, считай, поэтому для меня в первую очередь это больше про технические какие-то задания и вопросы. Первое, о чем я сфокусирована, а второе, это, конечно же, форма и все оттуда уже вытекающее. Мне просто нравится, как вот сама композиция, текстуры, как это все взаимосвязано, и поэтому мне нравится вот это все работать. Плюс 3D — это абсолютно другой мир, куда ты можешь, я не знаю, убежать от того, что происходит сейчас в мире, и создавать там абсолютно новое что-то. Я бы выделила 2 поинта. Это то, что мне хочется сказать, что-то важное. Это как раз про self-acceptance, это про красоту, это про самовосприятие. Вот, потому что мне кажется, что в наше время очень многие страдают от низкой самооценки и от неправильного самовосприятия в связи там, с теми же платформами, как Instagram, TikTok, с фильтрами бесконечными. Вот. И мне кажется, это абсолютно неправильно. Каждый должен любить себя. Все, что вот я не делаю, должно быть красиво. Ну, для меня это важно. Мне не нравится, когда мне не нравится моя работа. И люди тоже любят смотреть на красивую вещь. Очень хотелось бы, чтобы это был красивый кейс портфолио для работодателя. Вот, поэтому я пытаюсь сделать хороший процесс-бук. Я думаю, что этот проект, он очень личный в результате для меня. Весь процесс произвел на меня очень сильное терапевтическое влияние. Ну вот как я написала, например, в описании проекта недавно, я написала 1500 слов, пытаясь понять, что это в результате такое. И для меня он стал неким спасибо моему городу, как я уже сказала, и моему происхождению. Я очень горжусь тем, что я выросла, например, именно здесь, не в Москве. Мы очень часто с друзьями говорим, как мы отличаемся. Ну, то есть не в каком-то негативном или положительном конспекте, именно то, что мы другие. Раньше я могла и шутить по поводу своего города, и не очень как-то хорошо к этому относиться, ну, как любой ребенок там из глубинки, типа. Я с 11 лет мечтала что-то написать. И тогда попробовала написать. Но это было, конечно, не очень, но что в 11 лет можно написать? И нужно следовать своей мечте. Это вообще не касаемо никакого портфолио, никаких работодателей. Это вот личное желание. И мне кажется, каждый человек должен прислушиваться к своему какому-то внутреннему желанию, внутренней потребности что-то сделать. Вот у меня это была конкретно потребность. Вот сделать такой проект.